Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том, можно ли дарить деньги. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много полезной, важной и нужной для себя информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия. Ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация действительно будет полезной и важной. Вы знаете, старинные негативные народные приметы, если подарить деньги, уже, наверное, не так актуальны, но все-таки заслуживают внимания, потому что считалось, что подарок в деньгах сродни милостыне или подаянию, что было оскорбительно для одариваемого. Сейчас правильно оформленный денежный подарок воспринимается более адекватно, но, вы знаете, существуют все-таки некоторые ограничения, о которых все-таки нужно знать для того, чтобы понимать и знать, как все правильно использовать в своей жизни. И согласно народным приметам, деньги подарком никогда не считались и не считаются. Ведь в них даритель не вложил частичку своего душевного тепла, как бы он сделал, выбрав настоящий подарок. Но в некоторых случаях придется отступить от традиций и преподнести денежный эквивалент. Ведь порой крайне сложно угодить с подарком. И чтобы не попасть в просак и не показаться бестактным, лучше ограничиться красивым конвертом с несколькими купюрами. Маленьким деткам нельзя деньги дарить вообще, ведь они все равно не понимают еще, как ими можно распорядиться. Поэтому лучше, придерживаясь традиций, приобрести для ребенка вожделенные игрушки, какие-то настольные игры, в конечном итоге велосипед или даже самокат. Если же родители попросили денежный подарок для своего ребенка, то следует обязательно присовокупить к конверту с купюрами небольшую безделушку для ребенка. Подросткам вы уже смело можете вручать деньги, ведь у них практически всегда имеется какая-то мечта. То ли новый телефон, то ли новые наушники или, возможно, какие-то другие гаджеты. Даже существует одно народное поверье, которое говорит о том, что дарить деньги деткам, и это провоцирует ухудшение собственного материального положения. И вы знаете, народная мудрость ничего не имеет против того, чтобы дарить деньги на дни рождения. Красиво упакованные в нарядную коробочку или изящный конверт, они однозначно порадуют виновника торжества. Только все же лучше делать чисто денежные подарки на юбилеи, когда отмечается круглая или значимая дата. И такой вариант допустим и даже желателен, когда крупная сумма собрана в складчину, например, от нескольких родственников или гостей, и представляет собой действительно весомый презент. Издревле было принято дарить молодоженам в день бракосочетания именно деньги, а не какие-либо предметы. Почему? Потому что молодой семье необходимо действительно обзавестись собственным хозяйством и купить сразу очень много хозяйственных вещей, бытовой техники, мебели. И денежный презент тут уместен, потому как расценивается в качестве посильной помощи только что созданной ячейки общества, которой нужно побыстрее встать на ноги и стать независимой. Так что обращаем ваше внимание, что финансы на свадьбу принято дарить, к сожалению, далеко не везде. Например, в Америке и Европе жених с невестой загодя составляют списки желаемых свадебных подарков, а приглашенные гости, согласно этому списку, приобретают действительно нужные вещи. Переезд в новый дом всегда сопряжен со значительными денежными тратами. И тут суеверие однозначно рекомендует не мудрствовать, а подарить новоселам деньги, которые никогда не будут лишними во время ремонта и переезда. Одариваемые жильцы сами прекрасно разберутся, куда именно их потратить. Подаренные от всего сердца и с наилучшими пожеланиями, купюры насыщают новое жилище финансовой энергетикой, притягивая к нему материальные потоки. И внося деньги на новоселье,
даритель таким образом открывает денежный канал и для себя. И говорят, что в скором времени подаренная новоселом сумма денег вернется дарителю в двойном эквиваленте. Поэтому народные приметы, если подарить деньги, не носят однозначно негативного характера и конкретного запрета на денежные презенты не дают. В некоторых ситуациях, конечно же, лучше не рисковать, а просто преподнести купюры, и пусть одариваемый сам решит, что ему купить нужнее. Однако нужно помнить, что выбранный с душой и подаренный от всего сердца подарок действительно принесет больше радости и останется в памяти гораздо дольше. Поэтому, друзья, смотрите на ваше усмотрение. Да, сегодня в современном мире лучше всего дарить деньги, но все равно делайте это правильно. Если у вас не получается большая сумма денег, подарите только столько, сколько вы считаете нужным. При этом всегда делайте это красиво. Купите красивый конвертик, и желательно, чтобы его можно было заклеить. И таким образом только сами уже, то ли это молодожены, то ли это получатель денег, только он откроет и получит вот именно эту денежную энергетику. Это достаточно важно, потому что многие из нас, к сожалению, не знают и не понимают, как правильно себя вести. У нас раньше было как? Прийти на день рождения и сделать какой-то подарок. При этом этот подарок уже был додарен многими людьми. Сегодня у нас в современном мире мы уже можем тактично сказать своим гостям о том, что, например, ничего не нужно дарить, да, или подарите, но подарите именно то, что нужно, или давайте вы в складчину и подарите то-то и то-то. Но что касательно денег, это все-таки, знаете, такая энергия. Если вам сложно дарить именно деньгами по разным причинам, не делайте этого, потому что если у вас внутри есть какие-то убеждения, и вы знаете, что этого делать не нужно, а вам сказали, что нужно это делать, да, в то же время положите в конверт деньги и подарите, а вам это дискомфортно и вам этого не хочется делать, не делайте. Тогда выберите тот подарок, который действительно будет от чистого сердца, будет от души и который действительно преподнесет не только вам радость, но и также тем, кому вы это подарите. Поэтому не всегда деньги имеют важное значение при подарках. Но, конечно, понятие дарить деньги у нас осталось, наверное, еще с тех далеких времен, когда деньги имели важное значение. Сегодня, да, деньги также имеют важное значение, но в любом случае вы должны верить, чувствовать и понимать, как вам лучше сделать подарок. То ли это сделать деньгами, то ли это преподнести действительно какой-то яркий, неординарный подарок. С вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Подписывайтесь, ставьте лайк, друзья, и мы услышимся в следующем видео.